В кодексе Евросоюза есть такая ценность – сохранность истории. Как эта ценность может воплощаться в жизни? Мы решили показать на примере страны с богатейшим общечеловеческим наследием. Когда я впервые здесь оказался, был поражен. Задняя стена была в идеальном состоянии. Конечно, Италия. Не потому, что Италия, Венеция, Рим, Колизей. Я хочу максимально сохранить их, сохранить историю дома. Здесь 51 город объявлен всемирным наследием ЮНЕСКО. И здесь, как и везде, исторические глубинки пустеют, великие стены прошлого осыпаются. Все нуждаются в реконструкции. Однако итальянцы не смирились с этим явлением и придумали, что можно еще сделать. Я только прошу у тебя сперва 1 евро. Это же как 3 сигареты купить. Как это вообще возможно, чтобы 1 евро или 100 рублей сохранили и оживили целый город? Это Салемия, городу 3000 лет. Видел всю историю Сицилии. Даже был провозглашен королевством обеих Сицилий диктатором Гарибальди. Здесь можно купить многоквартирный дом за 1 евро. Это подвал продающегося дома. Это арабская арка времен арабского периода, арабского владычества над Сицилией. То есть мы говорим о 9 веке. Дома ни баронов, ни мафии, но идея продавать ветхие и полуразрушенные за евро появилась именно здесь, в Салеме. Так экс-мэр решил противостоять разрушению исторического центра. Продавать здесь заброшенные дома по цене чашечки кофе. Да, все потому, что после землетрясения в 1968 много людей получили выплаты за разрушенные дома и испуганно построили новые в другом месте. Вот такие остались. Пусто, людей нет, заброшено. Люди боялись после землетрясения оставаться и просто уехали. У вас здесь вообще есть бездомные в заброшенных домах? Нет, у нас нет бездомных. А сколько эти дома так стоят? 10 лет? 20? Эти дома заброшены гораздо дольше, 30-50 лет. Вот как остались после землетрясения. Только голуби и коты здесь живут. Нет, внутрь не зайти, замуровано. Что, совсем? Туда нет, это уже другой дом. Если это другой дом, в этом нет дверей, чтобы зайти? Вот здесь была дверь. Как же купить дом без дверей? Я только прошу у тебя сперва 1 евро. Это же как 3 сигареты купить. Понимаешь, в этом же вся суть. Это такое приключение. Дверей нет, 1 евро. Прекрасно. Ну, можно же снести и построить новые. Нет, это ужасно. Почему? Во-первых, потому что это красиво. Это наша идентичность. Знаешь, этот камень, он только здесь встречается. Это ручная работа, и он звонкий, как колокол. Фабрицио — потомственный житель Салеми. Не только риэлтор, свое кафе, ферма. Его отец рассказывал, что в городе совсем не было машин до 90-х годов. Город был построен камерно, уютно, чтобы жить как большая сицилийская семья. Поэтому не каждый может стать здесь покупателем итальянской недвижимости почти даром. Что, если я водитель-дальнобойщик, книги не читаю, искусство не люблю, но хочу дом в Италии за 1 евро? А вы готовы его ремонтировать? Нет, хочу снести и построить новый. Тогда я вам лучше найду пустую землю. Наша идея — сделать людей счастливыми. Переезжая сюда, люди должны знать, что они делают. Вот одна семья купила такой дом и открыла студию керамики. Другая девушка купила за евро и теперь ведет йогу на крыше. То есть, если я куплю такой дом, починю и открою, ну, например, школу обучения детей документальному кино, то вот это то, что надо. Да, идея главная — оживить город и общество. В программу «Почти бесплатные дома» включились более 50 населенных пунктов Италии. Нашлись муниципалитеты, которые решили еще и доплачивать новым соседям.
Высоко в самом центре острова есть городок Мусамели. У подножия его средневекового замка вот уже больше 100 лет в первые дни осени проходит Антика Фьера дель Кастелло. Это старейшая ярмарка владельцев домашнего скота на Сицилии. Местные встречают эту ярмарку в костюмах знатного прошлого. Вот так. Но еще 5 лет назад торжественное шествие было не так ярко и многочисленно. В Мусамели едва ли жило 10 тысяч человек. Город ветшал, пустел под ветрами истории. Тогда, в 2018 году, муниципалитет решил продавать здесь заброшенные дома по цене чашечки кофе. Диди, спускайся, я тут трубы не понимаю. Иду. Все очень старинное. Да, очень. Здесь очень много старинных домов. Все нуждаются в реконструкции. Диди американка. Волей случая увидела объявление о продаже старенького дома в Мусамели. Вот дом за 1 евро. Мы должны понять, что нам делать здесь. Кроме дома, Диди увидела город, прекрасный замок на скале, рассвет над долиной. Купила сразу 2. Этому лет 200. Видишь, Диди, этот потолок мы должны полностью переделать. Все это убрать и сделать заново. Бетон, металлические балки нуждаются в замене. Интересно, а сможем ли оставить что-то старинное, историческое в этом доме с ремонтом? Конечно, мы будем реконструировать, сохраняя все ценное, что можно сохранить. Исторический центр Мусамели – один из самых древних в Италии. Кто только не жил. В 40-е годы прошлого века мэром здесь даже побыл босс мафии Дженко Руссо. С 90-х годов все внутренние районы Сицилии оказались в глубоком кризисе. Молодежь начала уезжать, улочки пустеть. В Мусамели заброшенными оказались примерно 500 домов. В 2018-м мэр города выставил на продажу сразу 100 зданий. И вот 2023. С разных улочек слышен стук молоточков. Этот особняк построен в 1750-м. 30 лет стоял пустым. Эта капелла сохранилась со времен, когда был построен этот дом. Раньше люди ставили сюда статую святых. Капелла подсвечивалась либо электричеством, либо какой-то свечкой. Как дань уважения религии, потому что они очень религиозные люди. За 1 евро новые владельцы этой типичной сицилийской недвижимости получают и традиционно здесь приданое. Вот смотрите, здесь сохранились оригинальные перила из металла. Так раньше делали. Металл ничем не покрывали после ковки для блеска. И вот раньше были вот такие маленькие ванные. Для взрослых тоже? Да, они достаточно было просто себя немножечко так сполоснуть. Громкой истории в этих стенах нет. Люди жили, ушли, уехали, нет возможности восстановить. В такой ситуации по программе «Дом за евро» муниципалитет берет на себя роль общественного посредника между продавцом и покупателем. Готовит документацию, информацию, все необходимое, чтобы вернуть дому жизнь, а городу жителей. Итак, у нас при последнем пересчете около 37 тысяч домов, из них 2000 находятся в историческом центре. Из 400 проданных недавно домов около 100 проданы за 1 евро, остальные чуть дороже, но по гораздо более выгодной цене относительно классического рынка недвижимости, который есть в этом регионе.
Дома у нас купили люди 18 различных национальностей, и не только из Европы и США, из Австралии, из Южной Америки. Очень сложно здесь водить, если не привык. Всегда вот так. Первый свой дом Диди отремонтировала за 3 года и открыла первую в новой истории Мусамели художественную галерею. Второй соседний будет ее дополнением. Здесь у нас проходит выставка художника Фила Кея. У него много скульптур по городу и по миру. В первую очередь он скульптор. Он совсем отказался от живописи лет 6 назад. Но все эти новые его картины он буквально за несколько недель создал. Просто потому, что он был очень вдохновлен тем, что в городе появилось место, где выставить его работы, показать. В Италии так много таких деревень, совсем заброшенных, да как и везде. Молодые уезжают в центры. Сейчас такие проекты есть в Испании, Португалии. Когда я покупала, программа только началась, и мне кажется, что эта идея «Дом за евро» — это выход. Но люди должны знать реальность этой программы. Конечно, у дома в Италии за чашечку кофе есть обязательства и условия. Покупатель должен починить дом за 3 года и сделать снова живым. В качестве гарантии своих намерений перед муниципалитетом к 1 евро требуется залоговый взнос – 5000 евро. Залог остается городу как штраф в случае несдержанных обещаний. Примерные затраты на ремонт небольшого по площади здания составляют от 10 до 100 тысяч евро. Это красивое место, с которого начался этот город – Акрополь. За 5 веков до образования Рима здесь, по романской легенде, 3 грека нашли Тибр, и теперь это Тиволи. Здесь же, в ущелье, вилла, природный парк, а вот этот водопад производит электричество, и мы отсюда давали электричество в Рим еще в 19 веке. Парк Вилла Григориана – образец романтического сада с водопадами, гротами. До 2002 года вилла больше была похожа на овраг, заваленный городским мусором. Была закрыта для посещения. У правительства не было возможности ее ремонтировать. Но в Италии есть еще одна особая практика – передавать объекты наследия общественным фондам. Они не могли это сделать из-за денег и специфики знаний. И замечательно, что они поняли, как можно передать виллу нам, ФАИ. У нас есть опыт восстановления, заботы о культурном наследии, и они доверили ее нам. 3 года мы восстановили все дорожки. Деревья снова высадили. У нас есть профессионалы, которые заботятся о каждом дереве. 2175 деревьев в парке. Да, специальные крепежи, и не только. Используем технологии, чтобы убрать лишнюю воду, остановить движение скал. Если прекратить каждый день оберегать этот сад, он просто рухнет. ФАИ, негосударственный национальный фонд, был основан еще в 1975-м, чтобы сохранить и открывать доступ к итальянскому наследию для всех. Фонд не зависит от государственных дотаций. Основной принцип финансирования – частный взнос. Покупая клубную карточку за 39 евро в год, ее владелец становится немножко владельцем всех объектов ФАИ с правом лицезреть их свободно. На взносы фонд берет под управление виллы, замки, реставрирует и открывает публике. Мы можем делать все. Историки, искусствоведы, археологи, садовники, геологи, например, здесь, на вилле Григориана, экономисты. Мы в состоянии управлять самоокупаемостью всего. Все эти люди работают на 46 объектов наследия в ведении фонда. Если вы хотите помочь нам, например, просто давая свое время, как волонтер, мы всегда рады вам. Потому что эта идея заключается в том, что это место мое, твое. Это принадлежит всем. Это наша общая история для наших детей, для будущего. Каждый, наверное, должен и защищать это общее наследие, оберегать.
Сейчас мы попадем в монастырь августинских монахов. Самый первый в мире. Когда я впервые здесь оказался, был поражен. Задняя стена была в идеальном состоянии. Не мог поверить, сколько ей лет. Августинский монастырь в фабрике де Валика был построен в XIII веке. Теперь частная собственность художника по стеклу из Британии Стивена Ньюэлла. Так в Италии тоже можно. Но Все, что было убрано во время ремонта, мы вернули строго на свои места. фантастика, как очаровательно. Вау, это же церковь внутри. Теперь церковный зал. Это культурный центр. В замке мы открыли художественные мастерские и сдаем комнаты гостям для отдыха. Это не бизнес. Если вы бизнесмен, я бы и не рекомендовал. Но если вы хотите сохранять культурное наследие, это очень хороший способ поддержать этот процесс. Потому что места как это стоят того. Andiamo? И куда мы сразу попадаем, выходя из своей квартиры? Выходя из дома, попадаем на такую вот пиацетту, площадь. Это наружная как бы стена замка, да, то есть и там чьи-то дома, здесь вот ресторанчик. Это как бы поселок при каком-то более большом городе. Сергей, фотограф, просто живет в итальянском замке XII века на холме в Умбрии, центральной Италии. Buonasera. Buonasera. В середине 50-х прошлого века, согласно переписи населения, в таком борго, то есть крошечной крепостной деревушке, жила 1000 человек, а теперь всего 10 семей. Средневековая коммунальная печь, которую растапливали там раз в неделю или 2 раза в неделю, куда все тащили свои хлеба, пироги, там 2018-2019 года, они еще раз растапливали. Несешь ли ты теперь ответственность за сохранность этого места? Я ее разделяю. Коммунальные платежи, налоги Да. и все. В самом начале итальянской программы «Дом за евро» Сергей сделал фотопроект «Италия за евро» о деревнях и опустевших городках, разбросанных по разным регионам страны, объединенных этой программой. С ним мы проедем и увидим эффект такой поддержки. Allora, buona serata. One Euro Italy – это проект о том, чтобы показать, какая существует жизнь в этих маленьких поселениях. Соломео – это крошечный городок, который весь восстановил один итальянский кашемировый барон. Восстановил школу ремесел, мастерские, церковь, построил новый театр. Просто посмотрите, как может выглядеть маленькая, не туристическая деревня, которую любят. Деревушка Верджимоле. Горная северная Тоскана. 779 жителей. Здесь были бумажные металлургические фабрики, делали иглы, до сих пор делают каштановую муку. Здесь очень много дров. Они что, на дровах до сих пор живут? Конечно. Серьезно? Да. У них нет газа. Нет, конечно, у них есть газ. Но дрова тоже. Ну, дрова обязательно в горах. И прям вот здесь конкретно я пока вижу, что все не ухудшилось. Последние полвека здесь селилось все меньше и меньше людей. Верджимоле рисковал стать призраком. Но продажа домов за евро вернула его к жизни.
120 заброшенных распроданы. Если здесь такой уровень заброшенности и умирания городов, как, вот, допустим, на нашей родине, Слушай, наверное, нет. до такого не доходит. Мне кажется, нет. Все-таки это как-то по-другому вот здесь работает, да. То есть все, что имеет смысл сохранить, они сохранят. Мусамели сильно изолирован, но, слава богу, люди дали нам новое дыхание. Люди теперь прибывают, город более живой теперь. Пару лет назад в Мусамели местным художникам разрешили разрисовать старые двери. Это был самый красочный момент в новой истории города до рассвета программы «Дом за евро». В художественной галерее, в которую Диди превратила отреставрированный дом, теперь часто мелькает много красок и улыбок. Эта же галерея дала работу и Веру, бежавшей из Украины, Вере. Она впервые попала в Мусамели в 10 лет, как ребенок-ликвидатор в Чернобыльской катастрофе. Тогда была программа очистки от радиации сицилийским солнцем. Та же семья, где жила Вера, позвала ее снова, когда началась война. Очень многие люди просто приходят и говорят: спасибо вам, что вы теперь здесь есть. Мы мечтали о чем-то таком. Очень многие артисты говорили о том, что они теперь по-настоящему чувствуют себя счастливыми, потому что есть как будто бы какая-то мотивация. Есть место, куда тебе хочется стремиться. То есть есть мотивация создавать картины. Il verde dovete prendere. Я хочу сохранить человеческие отношения, которые есть наша главная нематериальная ценность. Это семейная такая ценность нашей территории с давних времен. Эффект программы я оцениваю положительно. Я думаю, что историческая идентичность города сохранена. В реальности те, кто переезжает в Мусамели, как правило, перенимают привычки и культуру наших жителей. И второй результат, косвенный, но не менее важный, это экономический срок, развитие туризма, новые соглашения с университетами, иностранными компаниями, исследовательскими центрами, культурными учреждениями, которые сконцентрированы на том, чтобы интернационализировать наш город в центре Сицилии. Сохранить и передать в будущее, не стирая следы жизни во времени. Принцип современных реставраторов. В Италии мы увидели, что получается, когда общественные фонды, волонтеры, мэры, новые переселенцы все едины этим же принципом и простой ценностью – сохранять историю, чтобы продолжать жизнь.